Приветствую вас, дамы и господа. Наш сегодняшний обзор касается 5 главных тем. Это Путин и голый пиар, помощь чужим, а своим кукиш, COVID-19 и маски сброшенные господа, рухнувшие надежды, экономика, летящая в пропасть. Итак, приступим. Когда в мире возникает какой-либо кризис, Путин в такие моменты чувствует себя довольно комфортно, так как в эти моменты многие из мировых лидеров перестают фиксировать те преступления, которые бок о бок двигаются с Путиным по жизни. Ну и пиар, без которого немыслимо его существование вот уже последние 20 с небольшим лет. По мере того, когда внимание мира сфокусировано на предотвращении распространения пандемии COVID-19, Путин не забывает про пиар, отправляет самолеты с медпомощью и оборудованием в Италию и США, а тем временем внутри страны, где пандемия начинает набирать обороты, в аптеках нет банально масок, не говоря уже об аппаратах ИВЛ в стационарах, что, конечно же, подчеркивает истинное отношение путинского балагана к гражданам России. Также, чувствуя тревогу по поводу ухудшения экономической ситуации и опасности потери власти, что для его банды смерти подобно в связи с падением цен на нефть, и предвидя долгосрочные последствия ухудшения благосостояния граждан, Путин вносит на рассмотрение в ООН проект резолюции, призывающий к отмене экономических санкций и консолидацию в работе по преодолению пандемии COVID-19. В то же время внутри страны никаких мер особо не предпринимается, кроме введения мер самоизоляции, которые Путина и его клику ни к чему не обязывают, поэтому и финансовой помощи гражданам не причитается. Также систематическое запугивание врачей, которые, осмеливаясь, открыто говорят правду о состоянии дел в стране, связанных с пандемией, делается это для того, чтобы скрыть халатное отношение его власти и неисполнение прямых служебных обязанностей по всему спектру хозяйственных и командно-административных дел, связанных со сложившейся чрезвычайной ситуацией. Все эти бездействия привели к тому, что масштаб пандемии выглядит так. На 30 апреля 99 500 подтвержденных случаев заражения, из них 970 летальных случаев, что в сумме дает 8-е место в списке стран по количеству зараженных, где Россия лидирует среди таких стран, как Китай и Иран. На фоне других стран, которые столкнулись со сложностями в борьбе с пандемией, путинская группировка ни шиша не делает, чтобы помочь гражданам справиться с возникшими трудностями, полностью сняв с себя ответственность по обеспечению всем необходимым на время пандемии. А та заявленная помощь не реализуется ни на грамм, так как детали, намеренно заложенные в нее, не дают возможности для ее получения в сколь-нибудь значимом объеме. Путинская пропаганда на протяжении всего сидения его у власти рисовала картину сильного независимого лидера, который денно и ношно думает о благополучии российских граждан. Многие видели, что это ложь, но большинство граждан искренне в это верили, пока ситуация с пандемией не расставила акценты и не проявила истинную сущность малодушного, безразличного к чужим проблемам, неспособного исполнять свои прямые обязанности, перепуганного, торчащего в бункере диктатора. COVID-19 наглядно показал всю уязвимость путинской группы сподвижников, которые не смогли, как в развитых странах, таких как Германия, Англия, Франция, Испания, действовать слаженно и решительно, когда этого требует сложившаяся ситуация. Вместо того, чтобы заниматься развитием медицины и других жизненно важных областей, таких как наука, образование, развитие демократии и гражданского общества, он со своими сподручными с помощью пропаганды имитировал бурную деятельность, развязывал войны и разбазаривал ресурсы страны, обогащая приближенных и покупая лояльность всех известных шкур, которые за деньги готовы продаться хоть дьяволу. Надо сказать, что Путин умело это использовал в свою пользу. По мере того, как рост числа подтвержденных случаев заражения COVID-19 растет,
путинская власть стремительно теряет своих сторонников. Люди, теряя веру в Путина и образ, который многие годы создавала лживая и продажная пропаганда, глядя на его нежелание помогать гражданам страны, начинают понимать, что гарант в кавычках вовсе таким не является, поэтому рейтинги, которые ему рисуют, подвергаются большим сомнениям. А также, согласно недавно проведенным опросам, более половины граждан не доверяют информации о COVID-19, исходящей из официальных источников. И вообще из 10 опрошенных только один верит тому, что власти говорят правду о ситуации, связанной с состоянием экономики и остальной ситуацией в стране, в том числе касаемо и пандемии. Что касается других европейских стран, то там сомнений в официальной статистике нет, так как в отличие от российских властителей, там не убивают политических оппонентов за то, что у них другой взгляд на ситуацию. Поэтому там существуют независимые агентства, по которым можно сверять правдивость информации, полученной из официальных источников. Из-за пандемии планы Путина на эту весну рассыпались вдребезги. Обнуление, плебисцит, парад победы, истинная цель которого замылить все непопулярные и лживые действия, связанные с пенсионной реформой, вероломным нарушением Конституции по обнулению, падением уровня жизни, уничтожением свобод и т.д. А также легитимизировать этот варварский, грязный и позорный ход. Все эти действия должны были стереться грандиозными торжествами по случаю Дня Победы. Но упс, промашечка вышла. Людская память не подчищена, а значит и вопросы остаются открыты. Теперь что мы имеем в сухом остатке? Пандемия, которая разбушевалась на всех континентах планеты, сильно ударила по мировой экономике, что потянуло за собой падение спроса как на товары народного потребления, так и на спрос на энергоносители, от которых Россия полностью зависит благодаря узурпатору Путину, который ничего не сделал для страны, чтобы снять зависимость от нефти, газа, металлов, древесины и так далее. Также, которая страдает от падения мирового спроса на энергоресурсы больше остальных стран, торгующих ресурсами. В силу некомпетентности и косности властной верхушки, которая, помимо прочего, еще погрязла в войнах и поддержке подобных себе токсичных режимов, делающих свои страны изгоями в глазах мирового сообщества. Все эти авантюры банды Путина очень дорого обходятся российскому бюджету, что уже 7-й год подряд сказывается на благосостоянии российских граждан. В сумме вышеперечисленного сложившаяся ситуация на мировых рынках в том числе уже наносит сокрушительные удары по российской экономике, что незамедлительно скажется на обнищании уже тех категорий граждан, которые еще недавно уверенно причисляли себя к среднему классу. Но что делает Путин, который уже 3-й раз назначает себя президентом? Может, он на передовой по борьбе с пандемией? Закупает недостающее медоборудование? Созвал мировых светил науки и выделил им высокотехнологичную лабораторию со всем необходимым оборудованием для создания вакцины? Лично сам инспектирует больницы в российских глубинках на предмет нехватки оборудования и медикаментов? Создал оперативные штабы в каждом российском областном центре по принятию экстренных мер в борьбе с заразой? Организовал срочную выдачу продовольственных наборов всем, кто нуждается в помощи, будучи без средств к существованию? И многое другое? Нет. Все это ему до фонаря. Вместо этого, пока ситуация с вирусом ухудшается, он надежно держится в тени. Всего 4 раза выступил с пустыми обещаниями гражданам, в которых никому никакой реальной помощи не гарантировал, а в конце марта вообще убрался якобы в подмосковную резиденцию, где от него и след простыл, сгрузив всю ответственность на премьера. Причем это поведение свойственно многим узурпаторам, ибо малодушие – это их характерная черта, которая и является причиной злопамятности и жестокости по отношению к оппонентам, кстати, благодаря которым в нормальных странах и происходит регулярная сменяемость власти, что не позволяет таким безвольным, как Путин, удерживать власть с позиции силы. В будущем, господа, власть должна сменяться регулярно,
а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. Спасибо за внимание и удачи нам всем. И, пожалуйста, берегите себя и своих близких. До новых встреч!